Произвольные программы мужчин. 5-й этап Гран-при в Омске. Смотрим. Заряженный. Вышел на прокат. 4-й тур. Во второй программе. Прям видно, как он отдыхает, если честно. И такое смазанное впечатление получается. Я сама прекрасно понимаю, как это тяжело. Но тем не менее, там ручку можно поднять вот так, а можно вот так сделать. Может, совсем видно, какой он устал. Фигурное катание — это все-таки про легкость. Над этим аспектом, конечно, надо поработать. Есть, конечно, на чем работать, но тем не менее достойно. Как твои ощущения сейчас? Ну, не прям так сильно доволен. Вчерашнее короткое впечатление подмазало. Но если смотреть на ту готовность, которую я за 2 недели себя подготовил, это даже более чем. То есть, если по 5-бальной шкале, наверное, 3 с плюсом, 4. А почему 2 недели у тебя было? А у меня, получается, я то подворачивал голеностоп 2 месяца, то есть я там с перерывами, но не катался. Все, за неделю до Москвы вышел и на новых коньках, то есть на всем себя вкатывал. Сейчас, после Москвы, как-то простудил поясницу, и, то есть... Ну, это не та отговорка, которую можно на это спихнуть, просто... Но, тем не менее, это какая-то такая история, которая неплохо сказывалась на твоей подготовке в том числе. То есть у тебя был сегодня старт плюс, поэтому... Если смотреть на 6-минутную разминку и на тренировку, то это явный старт плюс. Это что, тебе Евгений Викторович что-то сказал такое? Ну да. Вот как он... Такие воздушные напутствия, чтобы все хорошо было. Не воздушные пендали? Или воздушные напутствия? Будем называть это напутствие. А вот какие-то, может быть, ты уже сделал выводы с этих соревнований? Да. Уже с база говорить про физику, то, что я второй старт подряд... Было тяжеловато. Смотреть тоже тяжеловато, честно тебе скажу. Понимаю. Ну, сейчас уже подготовка будет намного больше и по времени, то есть тоже. Контент я усилю однозначно, то есть будет... Больше 14? Постарше 14 будут. То есть из-за того, что у меня была правый голеностоп подвернут, я ничего... И усы, и флипы, и ридбегеры мне больно было. А, ты все это прыгаешь? Я это все прыгаю. И четверные луцы, и флипы, и ридбергеры. Вот это да. Ну тогда ждем на чемпионате России. Все, уже у тебя уже все на камеру зафиксировано, так что у тебя выбора вообще нет. Пока очень хорошо. Что такое было? Я даже не знаю, как назвать этот прыжок. Еще один четвертый.
расстраиваться. Вот если вы упали, надо встать и сделать так, чтобы в конце зрители даже не вспомнили бы, что вы там что-то не сделали. Мы видели вчера после короткой программы, как расстроился Влад. Действительно, такого проката мы давно не видели. Я вот лично вообще никогда. В произвольной программе он очень хорошо шел. Но, к сожалению, вот четверной Салихов у него не получился. Спросим у него, с чем это связано, потому что мне кажется, что, в принципе, все было в штатном режиме и, в принципе, ничего не предвещало беды. Как твое самочувствие? Мне кажется, ты сегодня прям нервничал из-за вчерашней вот этой вот ситуации и как будто бы не отошел. И сегодня перенес те ощущения на сегодняшний прокат. Не да было я такого? произвольную катал, думал о флипе этом вчерашнем. Реально? Ну да. Ну ты совсем, что ли? Ты же Ну знаешь, так что так немножко, нельзя я делать. первых два прыгнул и все, отпустила. Ага. Ты взял четверной лут, идеальный. Четверной флип, идеальнейший. Ты что-то там, бортик помешал на Сальхове. Все жалуются на это. Есть не такой знаю, момент? надо- Но неудобно. Как будто Надо- неудобно заходил Немножко, наверное, переделать произвольную программу. в плане. Я не знаю, Элементы по-другому вроде- поставить? Да нет, знаешь, вроде вот хореодорожка у меня, она достаточно легкая, она реально легкая с виду. Но по ощущениям мне прям уже конкретно там не очень. Может, чуть-чуть, может быть, потому что типа такая пауза небольшая есть. Ну, нужно динамично. Вот раз начал, прыжочек, заход, прыжочек, там вращение, сразу же прыжочек. А я что-то такую паузу долгую делаю, как будто бы нужно ее укоротить, наверное. Дышишь там? Да толку не получается все равно. Я дышу, я Не пытаюсь. кричи на меня. Извинись. 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 Ну? Извинись. Вот. И не знаю, тяжеловато почему-то прям конкретно. Ну, Не просто знаю, надо дышать. Серьезно? Да, прикинь. Надо попробовать как-нибудь к чемпионату Мышцы насыщаются Кислород. кислородом, Да. ты же это понимаешь. Да, я их пытался насытить кислородом. Какие-то они у тебя Ненасытные. ненасытные. Надо Да. что-то поговорить с ними, что ли. Ну, там, Обсудить как-нибудь пару договорись. моментов, да. Договорись. Ну, какая-то суперспособность спасать прыжки из таких ситуаций. Иногда это делает, что казалось бы, что все, вот-вот он упадет. Ну, очень на грани. Ведь прошу заметить, что Женя единственный спортсмен, который заморочился насчет костюма, и он у него прям действительно по теме программы. Такое мы любим, ценим. Твою программу я могу охарактеризовать как выживший и максимально, мне кажется, сделал свой максимум на данный момент. Смотря с какой стороны смотреть. Если отталкиваться от того состояния, которое было перед этапами, перед Москвой, перед Омском, то это очень хороший результат, потому что там вообще шла речь, смогу ли вообще выступить или нет. Ну и вот. А если смотреть вот
по сегодняшнему дню, то, не знаю, первые прыжки вообще такое ощущение было, что я даже как-то перекрутил. Да, да. Особенно Ридбергер. Не знаю, может, это повод вставить еще один какой-то другой четверной. Пятерной. Нет, пятерной нет. Луц либо флип. Так что будем смотреть, анализировать. Но так все равно вторая половина зато была хорошая. Если в Москве получилась лучше первая половина, а вторая так, то тут получилась вторая половина лучше. Ну и, конечно, рад, что за 2 этапа не было ни падений, ни бабочек. Мы все рады, и на чемпионате России тебе нужно как-то это поженить, так скажем, и выдать себе чистый прокат. У тебя что-то болит? Расскажи, пожалуйста. Ты так как будто бы Стану перечислять. Подожди, много и что болит? Ну, периодически, да, то одно проходит, появляется другое. Ну, как бы, мне кажется, так у многих спортсменов. Как с этим бороться? Не знаю, ну, хотелось бы побольше отдыха, ну, как есть. Первая половина сезона всегда сложная. Нужно чуть-чуть потерпеть, потом уже найду где-то время отдохнуть. Очень интересный у тебя костюм, программа, она тебе очень подходит. Можешь, пожалуйста? Вот это кубики. Мне кажется, после Москвы у тебя появился еще один кубик. Но это очень красиво. Чья идея? А покрутиться? Оп. Вот это мышцы. Они мешаются? Хотел такой больше театральный костюм. Ну, Ты вот сам? все, и я, и тренеры, и дизайнер костюма Галина Филатова. Ну и, не знаю, мне в этом сезоне очень нравятся костюмы, очень детализированы. Так что, да. Ну, мешать не мешает, ну, да нет, во время проката я точно не чувствую, не ощущаю этого. Хорошо. Ну, спасибо тебе большое за прокат. Тебе спасибо. Идем на чемпионате России, восстанавливайся, отдыхай. Тренер даже плачет, я вижу. Это было очень красиво. Люди встают. Это, можно сказать, прям исторический прокат. Петя, просто спасибо. На одном дыхании была программа, и все в ней сложилось. Очень рада, что он оставил именно это произведение, этот потрясающий образ, который очень мэчится с ним, с его внутренним Петром Первым. Еще хочется заметить, в программе у него так расположена дорожка шагов, что она в середине. Чтобы вы понимали, многие спортсмены делают ее специально в конце, потому что ты отпрыгал все прыжки, и потом последние силы отдаешь именно дорожке. А он ее поставил именно в середину программы. Это усложнение программы. Не знаю, может быть, для него так проще. Но факт есть факт. Петя молодец. Сумма за 2 программы 311 По итогам соревнований Петр Первый. Ну что, Петр Первый. Спасибо. Молодец. Очень эмоциональный прокат, и прям чувствовалась от тебя вот эта энергия, и ты получал удовольствие, как мне кажется. Да, ну, по крайней конечно, мере, когда все получается, то и удовольствие получаешь. Когда не падаешь так плашмя на живот, то сплошное удовольствие. Ну, мы поняли, что это твоя тактика была сначала, чтобы все соперники расслабились, да, и ты тут, как обычно,
и выдаешь свой самый крутой прокат, мне кажется, или был лучше? Ну, для меня, наверное, это был лучший прокат. По баллам, возможно, В жизни. на финале Гран-при я больше набрал за произвольную. Ну, тоже не наглей, пожалуйста. Но сам я сейчас доволен даже чуть больше, потому что более сложный контент был. А тренеры что сказали? Мне кажется, мне было интересно наблюдать больше за реакцией тренеров, нежели на твой прокат, честно говоря. Потому что, когда ты заезжал на предпоследний прыжок, это тройной аксель, Да. она говорила «наезд, наезд». Это, видимо, у тебя какая-то ошибка в тренировках? Ну да, я слышал, наверняка, Толя мне что-то говорит. Я не разобрал, что, но сразу, как у собаки дрессированной, вспомнились все рефлексы. Ноги и руки встали куда надо. Ну и в конце мы увидели тройной луц, тройной ридбрикер. Да, это было неожиданно. В смысле? Ну, я очень часто этот каскад плохо делаю, вот, но тут он легко так получился, что я сам удивился и уже на выезде был просто счастлив. О чем думал перед прокатом? Ты выступал еще и последний. Я понимаю, что у тебя уже достаточно много опыта, и ты можешь как-то с этим справляться, но тем не менее, вот по моим ощущениям, я всегда как в первый раз, то есть разные мысли приходят в голову. Вот у тебя какие мысли были? Да, действительно, 45 минут прошло, и какие только мысли в голову не посетили. Но, наверное, самое важное для себя – это рассчитал, что вот после кого я начну разминаться, и что до этого я буду только спокойно ходить, потому что очень хотелось уже начать бегать, там, от двери до двери, прыгать. Я знал, что если я слишком начну интенсивно тут разминаться, то могу устать и на прокате уже не показать максимум. Ну, ты смотришь там какие-то видео, как ты отвлекаешься? Или ты не отвлекаешься, там, думаешь Наоборот, о прокате? стараюсь не отвлекаться, подумать о прокате, о всех движениях, которые буду делать до прыжков, во время прыжков. Единственное, что могу посмотреть, это как катаются другие, чтобы, возможно, внести какие-то коррективы. То есть мы до последнего, и ты до последнего не знаешь, какой контент вообще будет в прокате? Ну, сегодня, на самом деле, я знал, но иногда, да, приходится что-то менять. Сегодня просто было интересно, как катаются. Вот тут Влад Дикиджи выступал, мой друг. Вот поэтому я не мог Так пропустить. сказал, конечно, мой друг. Дружище. Эх, сейчас бы в баньку, да, с ним? Да, это хорошая идея. Ну ладно, вот вы тоже не переусердствуете с дружбой. Все. Иди. Произвольные программы мужчин подошли к концу. Ждем их на чемпионате России. До встречи. Пока-пока.